Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами поговорим о страхе перед выполнением какой-либо акробатики. Да, акробатика бывает разной, она бывает на руках, предплечьях, в партере, на плечах и так далее. Страх – это абсолютно нормально, нормальная реакция организма, да, это защитная реакция. И на самом деле у меня тоже есть страх. Если вы со мной не знакомы, переходите по ссылочке в описании, там будет ссылочка на Нельзяграм, посмотрите, познакомьтесь с моим творчеством. Вот. И акробатика, на самом деле, немножечко отступим от нашей темы, она является очень крутым дополнением к танцам. Да, сейчас я наблюдаю за рынком танцевальным и вижу, что абсолютно очень многие вставляют акробатические элементы в свои хореографии, это выглядит прям круто. Да, то есть это и выглядит для зрителя круто, это и показатель контроля вашего тела, поэтому акробатика — это круто, учитесь акробатике и безопасно, да, как безопасно. Почему вообще появляется страх? Это сигнал нашего тела о том, что что-то идет не так, да, то есть мышцы в этот момент также зажимают. Это защитная реакция, да, как мы уже и сказали, то есть ваше тело и ваш мозг, да, то есть это два не раздельных элемента, который мозг такой, типа, так, что-то тут не так, короче, давай откатим, мне страшно, мы не будем просто это делать. Почему это может происходить? Первое, вы не готовы, да, то есть, возможно, вам не хватает для данного элемента силы тела, да, закачки. Второе, не хватает подводящих упражнений, которых вы либо не попробовали, да, то есть не разложили элемент на столько мелких шагов, да, то есть мелкие шаги, для того, чтобы выполнить этот элемент, вам не было страшно. И еще, да, у вас просто есть преграда, там, барьер в виде страха, это психология, это нормально, да, даже если ваше тело готово, такое тоже может быть, просто делать, да, на низкой амплитуде. И что с этим вообще делать, да? Ну, естественно, закачиваться. То, что мы сказали, естественно, проходить подводящие, да, и там на мелкой амплитуде выполнять тот же элемент. Что чаще всего нас пугает? Конечно же, не падение, да, если мы говорим о том, что мы выполняем какую-то акробатику на предплечьях, хотя падение тоже бывает, да, то, грубо говоря, пол рядом с вами, да, и, окей, я упал, и что такого, грубо говоря, да, то есть если особенно вас научили правильно падать, да, это тоже очень важно, да, правильно падать, там, с тех же сходить, да, по-другому, с тех же стоек на руках, этому также нужно научиться, естественно, да, еще происходит зажим тела, то есть когда у вас есть страх в голове, у вас зажимаются все мышцы, это естественно. Опять приходим к тому, что что-то в системе, которую вы выполняли, да, или цели, было не так, да, как раз-таки приходим к этому. То есть нам нужно поставить цель и выстроить грамотную систему. Цель, например, не знаю, я хочу научиться делать переворот вперед, самый обычный, грубо говоря, да, и системой будет то, как мы будем стремиться к этому. Естественно, здесь для каждого будет немножко индивидуально. Почему? Потому что у кого-то будет не хватать силы в руках, у кого-то не будет хватать силы спины, да, кому-то нужно будет просто поработать над кором и так далее. Короче, очень много разных факторов, заднюю поверхность, например, да, также, потому что если мы выполняем тоже переворот вперед или назад, как он выглядит, да, нормальным и красивым и по стандартам в нашем мире, как он должен выглядеть, когда вы представляете, что такое переворот вперед или назад, у вас еще работает, естественно, задняя поверхность и ягодицы, поэтому всему этому нужно уделить внимание и именно подходить с индивидуальной точки зрения, то есть индивидуально для одного человека я могу, допустим, увидеть как тренер, да, что у него не хватает ягодичек, и мы будем акцент делать на этом, да, то есть на закачке тех же ягодичек, естественно, со всеми подводящими. У кого-то не будет хватать силы плечей, да, то есть тогда мы здесь уже включим побольше отжиманий, стоек и так далее, да, то есть видите, два разных человека, которых мы сейчас разобрали. Естественно, переворот вперед, если мы говорим о людях, которые только-только начали тренироваться, у них нет никакого бэкграунда типа спортивного, да, естественно, это не быстрый путь, то есть не нужно себе строить иллюзии инфантильные, что вот у меня там, грубо говоря, через год или через полгода он получится. Да, у кого-то это так,
да, и генетика здесь тоже играет важную роль, но нужно постепенно, да, то есть маленькими шажками. Это как раз-таки философия нашего клуба, что мы в современном мире, да, немножечко ссылочка, люди, я часто замечаю, что они такие: так, я хожу к тебе на занятия, я тренер, да, я хожу к тебе на занятия уже год, и вот я почему-то не как ты. Да, хотя, чуваки, я 24 года тренируюсь и говорю об этом везде. 24 года. Вы только представьте, сколько тысяч, да, часов я провела в залах и продолжаю это делать ежедневно. И я тоже это хочу сразу. Вот. Сразу не получается. Нужно перебороть очень много барьеров, страхов, психологии. Нужно вообще полюбить то, что вы делаете, да, то есть если вы идете к этому перевороту, полюбите вы сам процесс. Результат будет, да, у меня тоже девочка есть, которая пишет, такая: оп, переворот вперед получился сам собой. Ага, сам собой, она уже со мной тренируется около 2 лет, сам собой. Это мы просто маленькими шажочками постепенно шли к этому результату, и сейчас он просто дает такой пул, да, то есть она очень быстрый взрывной рост сейчас произошел, просто из-за того, что 2 года она мелкими шагами шла туда, куда сейчас пришла, и это очень круто. Когда ты, вот я, кстати, тоже в нашем клубе, заходите в наш клуб, у нас ссылочка будет висеть здесь, как раз-таки наш клуб об этом, да, что мы с вами маленькими шажочками ежедневно улучшаем себя, да, и идем к своей большой какой-то цели, но в кайф, да, допустим, за 3 месяца я уже прочитала 4 книги, внимание, уделяя этому всего 30 минут в день. Также в канале мы разбираем хореографии, мы разбираем тренировки, да, биомеханику выполнения той же партерной акробатики, поэтому заходите. А еще у нас есть розыгрыш. Короче, ссылка внизу, будем вас ждать. Почему взял и прыгнул не работает? Да, такая терминология, что, не знаю, тот же трактор, да, прикрепим сюда видосик. Некоторые девушки в начале, да, когда я не успеваю за 10 людьми взглянуть, да, посмотреть, некоторые начинают прям прыгать в это плечо. Нет, сразу же здесь же останавливаем тренировку и проговариваем эти моменты, да, вообще стараться заранее это делать, потому что взял и прыгнул — это травмы, да, то есть ваше плечо, представьте, ваше плечо не готово встать в статическую позу, да, а вы еще и прыгаете туда, ну, то есть травмы налицо. Как также избежать травматизм, да, во время выполнения акробатики? Это все, что мы сейчас с вами проговаривали. Это закачка, да, это постепенность, это система, это грамотная цель. То есть все, что мы сейчас проговорили, в принципе, здесь, да, то есть взять, выписать себе на бумажку или прийти в наш клуб, да, и посмотреть, как это разбираю я на биомеханическом уровне. Поэтому не надо себя ломать. Я вообще своим ученицам рекомендую, и как рекомендую? Я прям приказываю делать все на статике в начале, да, то есть если мы говорим о той же партерной акробатике, о тех же тракторах, ты делаешь сначала подводящие упражнения, и причем опять не залетные. Что такое залетные? Когда ты делаешь их супер быстро, динамично? Нет. Вы сначала учимся это делать все медленно на статике, да, ну а в самом начале, если мы говорим о том, что вы новичок, вы делаете просто закачку, да, вы качаете кор, укрепляете, вы укрепляете руки, вы укрепляете ноги, да, то есть не всем тоже можно это делать с самого начала, если мы говорим о человеке, который никогда этим не занимался. Если у вас есть какой-то бэкграунд, и придя ко мне на тренировку, вы также услышите, что вы должны будете пройти все подводящие упражнения без исключения, потому что это очень важно, да, важно понять ваш уровень, важно, чтобы вы не травмировались. На протяжении всего видео здесь сейчас мы говорим о подводящих упражнениях, и это правда важно. Вам важно будет полюбить рутину, потому что даже для того же трактора, да, может он выглядит легко, и его выполняет уже весь танцевальный мир, все равно к нему нужны подводящие, и если вы хотите научиться этому прекрасному элементу, да, и из него уже строить какие-то другие элементы, поднимать ноги, переводить эти ноги в статической позиции, да, вам необходимо выполнять каждую тренировку одно и то же. Хотите вы это или нет. Да, просто есть люди, которые приходят в тот же тренажерный зал, или я спрашиваю у там, своих девушек, да, которые ко мне приходят, или просто у людей, с которыми мы познакомились, которые вообще не имеют
отношение к спорту, они говорят: ой, я походил в зал, и мне не нравится. Я спрашиваю: а что тебе не нравится? А там постоянно нужно делать одно и то же. Типа постоянно нужно качать вообще все тело. А я, допустим, хочу поработать там над одной частью тела. Нет, ребят, так не работает, да, то есть если вы выстроили систему, вам нужно ее доводить до конца, и у вас есть понятная цель, да. Если вам не интересно, значит, у вас недостаточно желания, недостаточно мотивации, да, делать то, что вы хотели сделать когда-то ранее, да, или у вас загорелись глаза, и вы такие: ой, так это же сложно, поэтому все, типа, мы все прекращаем, заворачиваем, я вообще это никогда не буду делать. Нет, да, у вас должно быть искреннее желание, искренняя любовь для того, чтобы преодолеть, да, понимание, зачем я это делаю. Может, вы хотите на каких-то баттлах выступить и такие, типа, сделать какую-то вертифлюшку, и все, и вы такие победите, потому что все зрители откроют глаза и такие: вау, это было круто. Да, плюс контроль тела. Также у меня есть девушка, которая со мной тренируется 1 раз в неделю в онлайне и сама тренируется, естественно, каждый день. Да, таких девушек мало, на самом деле. Она просто безумно любит то, что она делает, и вы бы видели, как преобразилось ее тело. Она работает просто со своим весом тела, да, это еще один плюс акробатики. Плюс к тому, что ваше тело преображается действительно, естественно, питанием, да, она питанием занялась, вот, и плюс акробатика. У нее появился рельеф на прессе, на животе. У нее очень красивые рельефные ноги, не то чтобы они громадные, нет, они просто очень красивые, рельефные. Также у нее спина, очень классная спина, тоже с рельефом, представляете, просто от тех упражнений, которые мы делаем. Вы можете также переходить к нам в клуб, и я там даю то же самое, что даю этой девушке, поэтому если вы будете тренироваться регулярно, действительно это любите, у вас тоже появится рельеф. Поэтому если вы боитесь делать какой-то акробатический элемент, нам важно, как мы и сказали, пересмотреть свои цели, пересмотреть систему, да, пересмотреть подводящие упражнения и всю вообще тренировку. Но если вы считаете, да, что все было прекрасно сделано и то есть ваша система выстроена очень круто, но у вас все равно есть страх, идите к тренеру. Да, почему к тренеру? Потому что, во-первых, он пересмотрит вашу систему, ваши цели, во-вторых, это поддержка. Да, то есть человек рядом, человек опытнее, он вам подскажет, где что не так, он вас поддержит и в прямом, и в переносном смысле этого слова, да, и ментально, и физически, да, объяснит, что как делать, у вас прогресс пойдет быстрее. Также прогресс, почему, да, иногда застой происходит, да, почему иногда вот это, как мы сегодня разбирали в этом ролике, да, происходит прям взрывной рост. Опять-таки, взрывной рост происходит не просто так, человек пересмотрел также, возможно, свою жизнь, да, потому что ваш график также влияет на ваш результат, да, то есть если вы постоянно там работаете, не досыпаете, не доедаете, естественно, о каком прогрессе может быть речь, да, и то же самое в обратную сторону. У вас прогресс пойдет только тогда, когда вы пересмотрите свой график, там, не знаю, может быть, вам нужно в отпуск, может, вы в отпуске давно не были, 100%. Вот, ну и идите к тренеру, да, для того, чтобы ваш результат был быстрее, вы не мучились самостоятельно, не травмировались, и все было очень грамотно выстроено. Подводя итоги, страх — это нормально. И также страх — это сигнал от тела, что что-то не так. Да, возможно, это в психологии. У меня также была девушка, которая ко мне пришла и говорила о том, что я очень боюсь выполнять ту же рыбку, да, fish на английском языке. Я думаю, тоже знают этот элемент очень многие. И она говорит, что она когда-то просто очень неаккуратно с тренером упала на шею именно в этом упражнении. Вот. И когда мы начали разбирать, да, потихонечку, естественно, там очень осторожно, да, мы начали и шею закачивать, да, также переходите в канал, есть упражнения для закачки шеи. Вот. И она мне сказала такую интересную вещь, даже после первой-второй тренировки, когда мы только-только с ней начали тренироваться, она говорит: Люб, представляешь, мне вот этого всего, тренер, с которым я упала на шею и там свернула ее, вот этого всего не говорил. То есть спасибо тебе, говорит, большое за то, что вот так подробно все объясняешь, за то, что ты не гонишь, да, а тот тренер, она еще сказала, что тот тренер говорил: делай
и все как бы. Ну, то есть меня не волнует как, но ты это сделаешь без подводящих, без закачки, без ничего, вот делай и все, да. Так, друзья, не нужно поступать, да, нужно подготовить свое тело, тогда и страх минимизируется. И еще раз, страх — это нормально. Это даже круто, потому что это сигнал, то есть ваше тело, ваш мозг вам сигнализирует, что что-то не так, и нужно что-то пересмотреть, да, было бы не прикольно, если бы этого страха не было, и вы бы пошли делать элемент, да, и как бы сломались, грубо говоря. Проходите этот путь безопасно вместе с нами, подписывайтесь на наш клуб 1%.